Всем привет, друзья! А с вами я, Ксения Назарова, и творческий канал «Красота в деталях». До Нового года осталось меньше 10 дней. И даже самые безответственные хозяйки начинают украшать новогоднюю елку. И когда на новогодней елке, помимо традиционных блестящих шаров, присутствуют еще и авторские украшения, елочка, конечно, смотрится гораздо душевнее и уютнее. Поэтому сегодня я хочу представить вашему вниманию видеоурок о том, как сделать подвесную елочную игрушку из подручных материалов. А именно, у каждой хозяйки сейчас присутствуют хозяйственные принадлежности, салфетки из вискозы, от которых вот остаются вот такие вот втулочки. Я взяла широкую втулку, диаметр 6 сантиметров. И вот при помощи такой втулки, немного пекарской бумаги, немного крафтовой оберточной бумаги золотого цвета, мы с вами можем получить вот такой вот прекрасный барабанчик на елку. Я думаю, он украсит елочку, придаст ей особое настроение музыкальное. А сделать такой барабанчик не составит большого труда. Помимо тех материалов, которые я перечислила, здесь используется шерстяная нитка или шпагат красного цвета, немного помпончиков для барабанных палочек. Так как наш барабанчик из бумаги, его можно украсить новогодними наклейками, которые сейчас в большом ассортименте представлены в магазинах, в гипермаркетах, да? И немного красного фетра плотного и английских булавочек с круглыми головками, бусинками. Вот такой вот прекрасный у нас получился барабанчик, он довольно легенький. Сделать его можно помимо бумаги из ткани, и из глиттерного фоамирана, из простого фоамирана, из фетра. Большой разброс тканей, плюс ваша фантазия, и шедевр рождается в ваших руках и украшает вашу елочку, либо может быть подарен родным и близким на Новый год. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, друзья. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Всех с наступающим Новым годом, и начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня хочу представить вашему вниманию игрушку на елку из подручных материалов. У всех у нас, у хозяек, остаются вот такие вот втулки, именно не от туалетной бумаги, а вот от каких-то хозяйственных принадлежностей. Плотные такие, крупного довольно диаметра, чуть поменьше, чуть побольше. И вот из такого подручного материала можно сделать массу интересных вещей. Одна из таких вещей – это вот новогодний барабанчик, игрушка елочная, которая сделает вашу елочку более интересной, более авторской. И для того, чтобы изготовить этот барабанчик, в принципе, не нужно каких-то особых материалов дорогостоящих. Что я буду использовать в изготовлении своего барабанчика? Ну, во-первых, от вот такой вот втулочки, она была у меня длиннее, я отрезала окружность при помощи лобзика. 6 сантиметров высотой будет мой будущий барабанчик. И оклеивать я его буду в основном бумагой. Вот у меня есть вот такая прекрасная золотистая оберточная бумага. Новогодние наклейки. Коль наш барабанчик из бумаги, мы можем его декорировать различными такими рождественскими наклейками, которых сейчас в магазинах к Новому году очень большой ассортимент, очень красивые, они разные. Наклейки бумага, вот такая вот нить или шпагат красного цвета, соответственно, у меня фетр тоже красного цвета, пекарская бумага, английские булавочки с красивыми вот такими вот головками, разноцветными желательно, или просто каких-то ярких цветов. И, естественно, клеевой пистолет. Для палочек барабанных, если мы будем их делать, вот такие вот шпажки. Для концов палочек вот такие вот помпончики красные. И давайте приступим к работе.
Ну, у меня уже подготовлена бумага для оклеивания барабана. Кстати, барабанчик вы можете оклеить и тканью, и эко-кожей, фетром. Все, что у вас есть красивого, фактурного, то, что вам нравится, яркое, фоамиран глиттерный. Из всего можно сделать такой барабанчик при наличии втулки. Но сначала мы сделаем у барабанчика основание. Да? Для этого возьмем пекарскую бумагу. Мне захотелось барабанчик свой сделать немножко таких, немного такой винтажный, чтобы не белого цвета у меня бумага, а вот такая вот немножко как бы состаренная, да, получается. Мы наносим клей по кромке нашей окружности, нашей втулочки. Аккуратненько отрезаем лишнее с небольшим запасом. Так, это у нас одна часть барабанчика, а низ барабанчика я тоже подклею окружностью из фетра. Для этого я обведу кружок основания нашего барабанчика. Конечно, такие вещи, как вот барабанчик, какие-то фигурки, висящие на елке, они придают ей особенную душевность. Я помню, когда вот в моем детстве мы наряжали елку, и игрушки все были еще советских времен. И это были не только шары, это какие-то были маленькие блестящие перчики, избушки, снегурки, Деды Морозы, лукошки даже были с ягодами. И я, будучи маленькой девочкой, мне очень нравилось разглядывать вот эти всякие разные игрушки, потому что все они были не просто шарики, а абсолютно разного размера, форм, какие-то персонажи. Низ и верх нашего барабанчика готов. Такой цилиндр у нас получился. И теперь мы можем оклеить тем материалом, который будет на лицевой части, да, который будет лицом нашего барабанчика. Вот у меня это простая бумага. Чтобы смотрелся более аккуратный край, сделаю сгиб. И таким вот образом подклеим. Вот такой цилиндр, оклеенный золотой бумагой, у нас получился. Для того, чтобы сделать кромку у барабанчика, я взяла из того же красного фетра. Он довольно плотный, толстенький такой, не слишком тонкий. Вырезала я
2 полоски шириной 12 миллиметров. Итак, верхняя часть барабанчика у меня будет немного выступать фетр, чтобы такая кромка образовалась. И, скорее всего, я буду уже на месте лишнее отрезать. Так мне будет удобнее, я думаю. И вам тоже. Несколько миллиметров я оставляю на кромочку барабанчика. Так вот получается у нас стык. Делаем мы бортик. Я делаю из фетра, из плотного, можете сделать из фоамирана, декоративного шнура, можно использовать шнур. Также низ барабанчика мы тоже клеиваем. Вот почти готов наш барабанчик. Теперь время для иголочек, которые мы должны сюда вот так вот вколоть, чтобы оставались только бусинки у нас на поверхности. Потом скажу для чего. И на равном расстоянии друг от дружки. Втулка у нас плотная, поэтому они будут плотно сидеть, и даже нам не понадобится клей, в принципе, чтобы будем обкалывать, декорируя наш барабанчик, эти бусинки на равном расстоянии друг от друга. Я думаю, что где-то примерно 2,5 пусть будет сантиметра. Да? 2,5 сантиметра сверху и снизу, но будут они в шахматном порядке друг от друга, потому что потом мы здесь будем продевать ниточку, наш шпагат красного цвета. Очень я надеюсь на свой глазомер, поэтому я подстраховываюсь линеечкой. Если у вас с этим делом обстоят лучше, то можете обойтись и без нее. Верхняя часть у нас готова, а нижнюю, как я уже сказала, мы будем делать в шахматном порядке относительно верхней кромки барабана. Ну вот, работа наша закончена. Сколько нам потребовалось иголочек? 4, 5, 6, 7, 8 сверху и где-то примерно 8-9 снизу. А теперь самое интересное. Мы будем украшать наш барабанчик рождественскими, новогодними наклейками на новогоднюю тематику. Вот такие вот наклеечки я приобрела и буду теперь украшать свой барабанчик. Пусть он будет с рождественской елочкой в серединке. Вот таким образом. А по краям будут у меня тут разные зверьки. И с подарочками хочется. Новый год. И по всей окружности можно разные наклеить интересности. Merry Christmas. Вот уже вот такая красота. И в завершении мы воспользуемся толстой ниткой, либо шпагатом красного цвета. Он может быть из бумаги, это может быть тонкий шнур металлизированный.
И вот мы таким вот образом будем сейчас оплетать, упирая наши ниточки, зацепляя за вот иголочки, которые очень прочно сидят. И таким образом придадим реалистичность нашему барабанчику. А когда игрушка реалистичная, создается как раз то волшебное какое-то ощущение волшебства, да? Закрепим нашу ниточку. Можно вытащить иголочку чуть побольше и на капельку клея, на маленькую. Первую ниточку нужно закрепить. Затем можно просто натянуть на наши ниточки, на наши иголочки. Закрепляем конец ниточки на ту же самую иголочку. На термоклей. Вот такой новогодний барабанчик у нас получается. Можно подклеить здесь петельку для того, чтобы подвесить на елку и сделать 2 барабанные палочки. Для этого мы берем 2 шпажки деревянные для шашлыков. Откусываем лишнее. Для окончания барабанных палочек можно взять помпончики, либо россыпью, либо вот я сейчас отрежу от такой тесьмы и закрепим на термоклей. Из той же нитки можно сделать петельку для того, чтобы вешать барабанчик на елку. Палочки мне хочется прикрепить, поэтому я их зафиксирую на капельку клея. Вот такой вот немного даже винтажный барабанчик, друзья, старинный, у нас получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы не пропустить новинки.